Привет всем! Привет, друзья! А сегодня наше видео будет посвящено драгоценным камням. И сегодня мы приехали к нашему другу Александру. По-индийски, забыл, как его зовут. Ну, по-русски я его зову Александр. Да. Немножко разговаривает по-русски. Он занимается ювелирными украшениями. У них фамильный бизнес. Более 45 лет. У них несколько магазинов, сеть открыта по Гоа. Ну, а сейчас мы в один из магазинов с ним пройдем. Он покажет нам камушки, расскажет. Так что обязательно оставайтесь с нами, потому что это будет очень интересно. Так, находится он недалеко от нас, от Битал Батима. Отель это называется при отеле Алагуа. Вот мы наш байк припарковали. И сразу перед вами Перед вот такая вот большая, огромная вывеска, которую вы увидите прямо издалека. Мамта Традерс. Снимай, пойдем. И встречает нас хозяин. Привет. Так, у меня один вопрос. Скажи, как по-индийски твое имя правильно? Ашик. Ашик. Ну, если можно, сюда поставишь, тогда тут будет лучше видно. Это камни натуральные. Смотрите, вот это все натуральные камни. Мы сами гранка делаем, сами. Да. Любой форма. Это фамильный бизнес, да? Любой форма можно делать через заказ. Специальный, какой вес, какой гранка, какой камень. Это специальные, когда нужен такие, ну, бывают же украшения специальные. Там надо специальная гранка камни. Ну ты покажешь нам, надеюсь, как это все делается, производство? Это я вам, это есть, ну, где мы работаем. Ну, где работаете? Где работаю, я вам там буду все показывать, как мы это все делаем. Как камень, как украшения делаем, это я все вам покажу. Так, Вот, а сейчас вот натуральный расскажи. топаз. Это вот топаз, да? Натуральный топаз, вот целая штука, он примерно стоит $700. Вот этот Вот это да? камень. Она голубой топаз, Голубой топаз. больше 100 карат. Больше 100 карат, 100 да? карат. Это полудрагоценные камни, это лимоны, это желтые, это сафир, там бирюза. Это тоже топаз, но лимон, да? Лимон и топаз. Топаз, Ну, да. самое, если вот Россия больше любит, вот голубой топаз. Голубой. Это российские камни, это не индийские. А сапфир? Сафир вот здесь. А вот именно индийские камни, Вот. какие здесь добывают и какими ты И торгуешь? Индия бывает вот сафир, Сапфир. сафир, алмаз, бирюза, розовый кварц, лазурит. Это индийские, вот есть дымчатый кварц. Гранат, самый лучший полудрагоценный камень, это индийский, это гранат. Самый хороший. Гранат, Вот они, цвет. вот они, вот такой, Ну, они как и вот стоимость такого круглые, камня. они бывают вот все гранат. Это вот неограненный камень, да? Это называется кабушан. Кабушан без, ну она гранка, только полироль. А, полировка. А по-другому. А вот этот сколько примерно гранат? Это гранат, это будет примерно 25 карат. И гостиница 25, примерно вот это камень $30 стоит. Крупный камень, она очень редко бывает. Маленький размер, полудрагоценный, проблема нет, это уже килограмма. Это проблема. Когда целый, крупный, она стоит необычно. Это вот как здесь эта паспака, она нигде, она редко в магазине бывает. Когда большая фирма будет, она такой большой камень, она стоит. Она стоит. Это, А куда вот такой можно будет это использоваться? подвески. Это подвеска, кулон, вот да? мы делаем вот такую подвеску, примерно вот такой, это лимонный топаз. Потом, если, Очень красиво, да? вот, Переливается на солнце. вот бывает, потом вот мы делаем через заказ, если кому надо, специально вот голубой топаз. Да, вот изделия тоже, они, кстати, тоже, видите, производят. Пусть она вот так, она крупная. Только вот тут цвет, по-моему, Это чуть-чуть больше. светлый, это светлый. бывает чуть-чуть, но это молодой, читаемся, когда камень. Она, когда светлый, она дешевле, когда темный, это дороже. Вот потом еще дороже будет вот самый темный цвет, она будет вот. Это подвеска, вот надо. Так, и вот такая подвеска, это самый темный топаз, да? Да. Вот видите, какой это. И сколько вот он стоит? Это стоит $400. Это здесь крошка бриллиант, камень целый.
она здесь камень стоит хороший, ну примерно $200 стоит. $200. 200, А только есть- камень. Да, Только камень. камень. А А набор с вот подвеской? И набор вот это стоит $450, потому что здесь есть серебро и крошка бриллиант. А, и крошка бриллианта. Вот, Она смотрите, что, она крошка? переливается. А вот это вот сама цепочка, Это, это серебро. это серебро. Это простенько бывает, она можно менять. Это только подвеска мы делали уже красиво для цепочка, можно там другое, можно любое. Подвеска, конечно, очень такая впечатляет. Ну, очень красивая подвеска. Реально очень красивая. Играет, да, как? Мгм. Это ну, бывает камни все выше, танзанит. Вот она вот это кольца. Это очень редко, только это не тоже не индийский камень, это бывает танзанит. Танзанит. Танзанит, она $3000 кольца стоит. А конкретно вот это кольцо сколько стоит? $3000. $3000. Камень там только стоит примерно $1700. Остальные потом золото, белозолото И крошка. алмаз. И крошка, да, здесь крошка, получается? и крошка. Самые хорошие качественные. Но все равно, когда камень будет хороший, ценится будет хороший. Вот потом бывает вот такие камни, это полудрагоценные. Выше. Да. Это желтый топаз. Это полудрагоценный камень. Полудрагоценные камни, желтый топаз, любовь гранка, они бывают, вот потом бывает вот это тоже аметист. Это вот аметист, да? Аметист, здесь желтый топаз и рак топаз. Это тоже для кулонов, наверное, Это да? самая интересная Капелька. штука. Это не перевод, это аметист. Аметист. Это уже я говорю. Это изделие. Это изделие. А это что ты говоришь, интересная штука, что она... Это гранка. Такой гранка. Редкая гранка. Это редко, она тяжелая найти. Вот такие, это вот желтый топаз, вот такие, это много везде. Вот такие. Вот мне лежит там. Ну вот это специально мы гранка делаем, когда нужен. Это очень тяжело найти, вот эта гранка. Это подвески, да? Кулон, Подвеска, кулон. бывает сырочка, А, бывает, сырочка, она точно, да. специально мы гранка делаем. А вот сколько будет по стоимости, например? Она вот по такая? карат бывает вес. Вот голубой топаз еще. Такой качественный вот все. Очень красиво. Вот голубой вот этот. Голубой, вот очень они красивый. всякие бывают. Почему у нас в России любят? А вот смотри, Посмотри, тоже, какой да? красивый. Тоже подвеска кулон. Вот этот Вот это вот вообще красота. для кулонов. Если, допустим, комплект делать, да? Ну, это он очень тяжелый. Сережки. Очень тяжелый. Нет, это бывает, Ага. бывает. Камни, это все полудрагоценные камни. Это Я- полудрагоценная, да? Лимонный топаз, такой целый. Это вот большой, да? Да. Это сколько? Это карат, наверное, там 150. Целая штука, она камень натурал, лимон. Она полудрагоценная считает. Потом бывает драгоценные камни. Драгоценные Ну, камни, это они... подержи. И сколько вот такой примерно будет стоить? Она полудрагоценный камень, она будет примерно $150, 170. Это повесим, аккуратная цена, Это сто- $150 с камень. Камень, да? Камень. Она полудрагоценная. Это полутора. Полудрагоценная. Ну, Потом, все равно, ребята, смотрите, вот такой камушек $150. Темный. вот это я чуть-чуть уже дороже. сделал, вот мы уже сделали, вот камень и золото 585 проба, и кому как понравится. И сколько тогда получится вот такой? Это вот на подвеска получается, это $270 я продаю. Ну, Это как? Аквамарин. аквамарин. Но он менее ценится, чем топаза, да? Нет, это король. Это чуть-чуть дороже, чем А, дороже? топаз. Аквамарин. Видно по одинаковой, ну, стоит, конечно, это другой family, это берел. Как замруд, это семейный замруд называется, берел. Берел это аквамарин. Потом будет камни, натураль, это драгоценные камни, она будет сафир, вот, Это уже драгоценный. это да? драгоценный камень. Вот это уже, ребята, сапфир. Там много свет бывает. Сафир И откуда? Это шри-ланканский, считается хороший. Есть кашмиранский, где мы живем. Самый очень дорогий сафир это кашмиран. Самый первый номер. Это Шри-Ланкан, второй номер. Второй. Возле Кашмир
И бывает сафир, самый хороший, это шри-ланканский. Вот он. А сколько такой вот маленький, допустим? Это стоит маленький, будет? это карат стоит здесь, 1 карат стоит это $50-60. Но примерно вот это каратник. Или Да, меньше чуть-чуть. Ну, это где-то около карата, да? Карат. Она $50-60 будет стоить. Если она только камень, если сделанная, цена растет. Пока Да, она только изделия, камень. конечно, да, изделия, понятно, что они дороже. Они вот И, еще ребята, напомню, подожди, можно, Саня, я перебью. Если я правильно, 1 карат это 0,20 грамма, правильно? это 5 карат, получается Грамм. 1 грамм. Ну, значит 0,20 грамма, да. 5 карат это 1 грамм, значит правильно я это все это так сказал. Вот это бангкокский. Такие Бангкокские хуже, да, получается? Ну не хуже, там они ценятся тоже, но Ну, по считают, качеству. когда камень сама красивая, ну это когда камень качество, они сразу понимают. Это оно влияет, когда обрабатываешь, да? Когда идет обработка камня в изделии. Натуральный камень все не греет ничего. Они бывают, вот это все разные. Это, если я буду себе показывать, это тогда там целые 3-5 дней надо. Нет, ты И пока... еще не хватает. Нет, ты такие самые такие хорошие там вот. Вот из- тот же сафир. Ой, Это сапфир, красивый. да? Тот же сафир, без огранка, они... Это вот без огранки, да? Это ну, без огранка. Это Это полироль, называется полироль. кабушан. Кабушан натуральный шри-ланканский. Это вот просто верхушка полированная, а сзади, вот видите, она вот такой вот камень. Любой в камне можно, вот эту пачку здесь, мы берем, вот, это тоже сафир, это считаемся натуральный, самый хороший цвет, но еще дорогие. Розовый. Розовый сафир, ну, дорогие, маленький, но дороже. Покажи, которые твои самые любимые, которые Любимые- самые и продаваемые. Продавать это надо Да, и ищи. самые продаваемые, чтобы... Нет, Потому что их тут, правда, все не пересмотреть, их очень много, конечно. Вот я людей могу вам интересует, показать самый блин, дорогой сафир, как она бывает. Без сигарет, без него. Она... без огранки, просто камень. Это ювелирный сразу понимает, что это. Вот это желтый сафир. Это желтый сапфир. Желтый, красиво. Тоже интересная штука. А есть у тебя такой камень, чтобы можно было сравнить, который просто камень, а который уже полированная огранка сделана? Простых камней таких Простых- нету. Это вот большой ты показывал, да, вот тот. А как он Это называется? полдорога лабрадор. Лабрадор называется. Это целая штука. Потом, когда мы гранка делаем, получается вот так. Это один камень. Один камень. Вот. Это уже вот после огранки. После гранка получается вот такие примерно вот. Смотрите, ребята. Это да. гранка. Это полдрагоценника. Но здесь Это- здесь тоже. Конечно, она будет. Вот смотрите, это вот после огранки, здесь тут тоже полированный, а сам камень, вот он как выглядит. Вы даже можете его повстречать в земле и не поймете, что это и настоящий драгоценный... это Полдрагоценный. Это очень дешевле бывает, это недорогие. Ну, все равно красиво камень. Где-то вот этот еще, потом- это тоже такой, да, вот камень? Не, это я вам покажу. Смотрите, вот тоже такая вроде как стекляшка может, Обычный, да? как да, валяться. Мы вид. подумаем, что это стекло от бутылки, а на самом деле это... Уса аквамарин, это вот она камень. А вот как выглядит аквамарин. Это без огранка. Это без огранки, да. Нужно его повстречать и подумать, что это просто стекляшка на улице. Помнишь, мы такие вроде и встречали стекляшки. Вот, видите, как камни выглядят без огранки. Это вот это камень. Мгм. Видишь, это без огранка, это Это- дымчатый. Они все полудрагоценные. Это дымчатый Кварц. кварц. Еще называется рак топаз. Вот они все, вот потом получается вот красиво. Свет, вот светлее, темнее. Когда Она, огранка... она тоже полудрагоценный камень, это нормально. А такой у тебя нету в камне? Там Такого такой, нет, такой там здесь нет. Она Нет. бывает, это российский. Это была бы индийский, я вам индийский покажу, как она будет. Вот это, вот он. Вот это, как это называется, еще это розовый кварц. Розовый кварц. Розовый кварц, она полудрагоценный все. Это будет. А вот что такие вот трещинки? Это наоборот придает как бы красиво и дороговизну камню придает? Или это... Это не- полудрагоценный. Да Они все это вообще дешевле камни. это но- поэтому и получаются трещинки в них, да? Да, но это решено, вот бывает, вот рак топаз, если хороший качественный, вот он. Вот этот, да? Вот, еще лучше. Ага. Видишь, какой он. Все равно полудрагоценный камень. Лазурит. Лазурит. Это тоже полудрагоценный камень. Это вот
самая интересная штука здесь, вот, я говорю, опал. Опал такие крупные, очень интересно. Мягко камень, ну, очень интересно. И Вот это вот камень, как она приливает, сколько приливает, так ценится. И потом размер, больше, меньше. Вот это примерно 50 карат здесь. Но она мало приливает. Да, вот этот больше даже переливается, чем тот. Еще они потом бывают, как откуда он. Откуда? Бывает же камни везде. Это называется Мексикан, Австралия. Мексика. Австралия считается самой. Потом бывает Эфиопия. Она играет хорошая, но стоит чуть-чуть меньше. Все равно опал это интересный камень. А вот всех интересует это, что в основном лучшие друзья девушек это бриллианты, да? А вот у тебя есть, чтобы показать? Бриллиант, самая интересная штука, вот целая штука, она вот голубой бриллиант и капельки, целая штука, она интересна. Угу. И сколько вот такой Это стоит? она стоит, это $900. Это изделие уже? Изделие. Ну, Там а 585 проба. А сам камень где-то долларов 800 стоит, да? Камень стоит там $700. Вот только вот эта штука целая. Угу. Это интересно, по карату он почти. Вот потом вот самая интересная штука еще здесь. Вот она индийские кольца, там 0,70 карат, принцесс называется, квадрат. Вот здесь я продаю вот это здесь $250 кольца. Она должен быть 3 раза дороже. Здесь золото минимально, но камень-то маленький, вот они такие вот сделаны. Друзья, кольцо с бриллиантом здесь будет стоить где-то от $200-250. И самая важная деталь, которая будет всех интересует, так же как и нас. Проезд через границу, таможню. Ну, вопросов нету. Или ты выписываешь какой-то чек, ну, какая-то квитанция, да, чтобы можно было пройти и никаких вопросов нет. Проблема нет, если 1-2 кольца, проблемы нет. Проблема бывает, когда 50 кольца, 100 объем. кольца. Ну, а так ты же какую-то бумажку чек даешь, да? Конечно, да? сертификат Да, буквально да. там бывает. И сертификат даже есть, конечно, да? Потому что я знаю, что на камне есть сертификаты. Сертификат, конечно, они без сертификата не понимают. Когда полудрагоценные камни, сертификат не. Когда драгоценные камни, конечно, надо буквально сертификат. Она будет российский сертификат мое, она, который вот это сделал, уже вот там проба какой золото, камень какой, это мы все, это российский. Люди отсюда люди привозят, и там специальный сертификат, это не мое, это российский. Ну, а ты такой же тоже делаешь, да? Это я могу индийский. Я вижу блеск в твоих глазах. Вот это Смотрите, Катя, потом не буду. Это вот она понравится что-то другое там. Катя снимала видео и нашла кольцо для себя. И посмотрите, она от него не отходит. Саня, скажи, сколько цена будет этого вот кольца стоить? Это я, если туристам я здесь продаю, $350. $350. Вот такое кольцо будет, а вам обойдется 350. Здесь это сапфир? Это сапфир, хороший, качественный, и алмаз, там бриллиант. 7 бриллиантов. 7 вот. бриллиант и 585 проба. Да, вот и золото вот. 585 проба. Супер. И оно мне идет. Да, правда? так что... Идет. Она красивая штука. Что-то не нравится мне твой взгляд. Пойду домой. Я просто знал, что просто так вот не получится снять видео, да? Ты сними, ты покажи, просто все Я будут в показываю шоке твои эмоции. от этого вот Да, видео. ребята, вы- очень красиво. вы понимаете, всё. когда и вот вы очень видите- классная Потом уже работа. еще вот это надо, еще вот это отдельный бриллиант, это понятно. И это бывает, потом всякие камни, здесь замруд, Вот здесь сапфир, изумруды. здесь рубин, вот. Вот Это изумруд. вот интересно, вот это. А вот это то, что это Россия, да, топаз. любит? Да. Это, Да, это топаз. это топаз, хороший свет и там Тёмный, белое хорошо. золото и крошка бриллиант. И вот такое сколько стоит? Она стоит $600 кольца. Там золота много. Камень золото. полудрагоценный, ну хороший, качественный, самый супер. Но там белое золото еще. Белое золото дороже, чем... Белое золото. 50. $600. Вот это стоит $450 кольца. 580 проба, замруд, хороший свет И и бриллиант. бриллиант. Бриллиант, точно, золото только бриллиант будет. Вот
танзанит, маленький, белом золото, она стоит $250 белом золото. И это крошка бриллиант. Это рубин 585 проба и крошка бриллиант. Стоит $500 кольца. Ребята, вы видите? Это я для клиента продаю. Она... Вот, ребята, вы видите, что вот какие цены, это реально цены, можно сказать, смешные. Я координаты оставлю Александра. Еще можете связаться со мной через YouTube, электронную почту. Я все подскажу, расскажу и помогу, если что, с приобретением колец. Все очень стильно, все очень аккуратно сделано. Да, ручной работы, она... Ручная работа. Больше вот это ничего не будет. Нигде нету. Она очень драгоценная вещь, эксклюзив. Камнями начал заниматься твой отец, да? Это отец уже примерно больше, чем 45 лет. Я сам 18 лет работал. Есть магазин 3-4 вот здесь, потом есть Джайпур, Мумбай, есть хорошие, мы все, я же говорю вам, мы камнями сами гранка делаем, сами покупаем только камни целые, без огранка, сами гранка делаем специально, как мы нужен, как надо, это мы умеем. И поэтому, ребята, держится вот такая цена. Да, если этому нигде не цена такое будет, потому что мы сами гранка делаем, сами делаем, это очень интересно, поэтому вот такие цена, я здесь сам хозяин, сам гранка делает, сам украшения делает. Этому очень хорошая цена и качество супер. Ребята, если вам нужны вот такие вот ювелирные украшения, вы можете связаться с нами. Или же я оставлю координаты Александра, где это находится, если вы будете в Индии. Если вы не в Индии, в России, можете связаться с нами, мы поможем с приобретением колец, ювелирных изделий и камней. Ребята, вот я с Александром поговорил. Те люди, туристы, кто находится в Гоа, неважно, северная Гоа, южная Гоа, любая точка Гоа, Александр просто-напросто, он может подъехать в любую точку, показать вам камни. Если вам что-то понравилось и вам надо эксклюзивная вещь, которую нужно самим изготовить, то он принимает заказ и в течение 2, максимум 3 дней он изготавливает это изделие с любых камней, с любого золота, серебра, что вы пожелаете. Так что, кто в Индии, можете обращаться, и мы поможем вам с приобретением драгоценных, полудрагоценных камней из Индии. Ланканский, ну интересно. Бисагрейт, бывает грейт. Это бисагрейт, как есть натурал, так есть. А для чего греют их? Сапфир идет, цвет меняется. Когда идет камень бывает натуральный, и потом его греть. Оставит там 3 месяца, оставит камень его греть, он потом чуть-чуть красиво и цвет меняет. Меняет цвет. Цвет меняет. Да, красиво. Да? Ну, камни бывает натурал. Ну, только его оставит 6 месяцев греть. Потом он чуть-чуть красиво получается. Она так не стоит. Как натуральный камень, как и есть настоящий красиво. Вот она. Вот это настоящий цвет с сапфиром. Не греет, ничего. Там как есть, так есть. Только гранка делает. Надо первые камни вытащить, потом переделать. Это потому что мягкий камень. И бриллиант, сапфир, проблема нет. Это же крепкий камень. Бриллиант, проблема его можно делать. Вот оно же мне зеркало будет, крошка, бриллиант так будет стоит. Понимаете? Ну вот оно же мне большеватое, да, немножко? Конечно, это ты думаешь, если все равно. Я любой размер, я вот померю размер тебя и буду. А как можно вот узнать, какой мне размер надо этого кольца? И еще руки здесь отекают, дома все равно будет меньше. Ой, оно большое мне. Ну вот это вот хорошее вроде бы, да? Ты какой? 16? 16 с половиной. 16 половиной. Это 17. Это 17 с половиной. Один размер все равно меньше надо делать. А как оно получается? Оно нагревается, да, и вы потом... Ты будешь сам посмотреть, там будет стоит, будет вот мой... Я уже кольцо купила, уже размер сам делала, вот прям
где я Сама стою. делала, да? Ты прям сидишь, будет посмотреть, что Ну, там. значит, получается, вот это мне надо. Это что, надо так правда говорить, вот я уже купила кольца, и размер там надо... Сама вот, сделала. Вот мы уже ездили, уже кольца делали, уже потом покажешь, жена, вот как красиво подарок делал, еще размер сам делал. Интересная штука будет. Кто будет так делать для жены? Сам ездил, сам размер делал для жены аккуратнее. Да, да, можно сказать, своими руками кольцо сделал. Сапфир и Это- бриллиант. Семь А бриллиантов. если девушка носит бриллиант, то что ты говорил, то она будет Они сошли. счастливой? Всегда бриллиант кому есть, говорят, это сошливое. Значит, счастливая. Видите, Счастливая. у кого Они бриллиант, живет тот счастливо. счастливый. И Конечно. живет счастливой жизнью. Счастливой жизни бывает. А Как- сапфир что значит? Сапфир, он тоже будет помогать, но он это иногда бывает плохо, иногда, если кому получается, будет хороший все. Если нет, тогда все плохо будет. Это такой камень сапфир. Такой, да. Нилам, индийский нилам говорят. Кому идет, кому вообще не идет. Это надо посмотреть, идет или не идет для жизни. Что чувствует? Чувствует хорошее, когда носит сапфир, рука, что чувствует? Хорошее или нет? Если чувствует не хорошее, тогда это не надо носить. Вообще не надо. Если чувствует хорошо, даже это твое камень. Это А у сапфир. тебя получается... У меня вообще- замруд. Замруд это... А изумруд для мужчин Замруд тоже, это да? муж нет, это читаем сердце. Сердце хорошо, крепкое сердце. Которые боятся сердца, боятся. Сердце, который самолет сидит, не боятся. Ага. Ему надо Страх замруд. этот изумруд. Ему надо замруд. Носит, потом Какой, подскажи, такой вот мужской камень? мужской камень, только рубин и сапфир. Сапфир. Рубин и сапфир. Потом бывает, вот у меня есть еще один желтый сапфир. Это для деньгами. Ну, а у меня... Для денег, У меня, да, а у видишь? меня, как это называется? А вот Оникс, Оникс. оникс. Оникс это полудрагоценный камень. Полудрагоценный, Очень. Так вот оникс, стакан у меня. да? Оникс зеленый. Черный еще бывает. Ну, вот Вот, у меня черный. вот черный оникс. Нет. Ну, я почитал по гороскопу, мне надо оникс, черный оникс. Черный оникс вот тебе. Ну, у меня он есть, у меня просто тут палец. Вот черный оникс. Вот это черный бриллиант, ребята. Для мужской буду вот. Для мужской 1,5 карат. Он стоит недорого. $150 карат. А это с той стороной перевернуться, да? Угу. Ну, может, его сюда положить? $1,5 карат. Нет, $150 $150 долларов карат. А сейчас, друзья, мы с вами отправимся в мастерскую, где Александр делает огранку, делает из камней, Такую из вот простых красоту. камней, да, драгоценные камни. И, соответственно, будем Катино кольцо тоже уменьшать, которое ей понравилось. Так что поехали. Поломали, ребята, мое кольцо. Все, поломали. Вот не, это нормально. Это работает нормально. Самое плохо работает вот. Это еще я сам учил вот это. Поэтому я говорю, пусть там это самое плохо работает. Там глаза, вот видишь его очка. Без очки. Это кропотливое, с мелким камнем, Это кропотливо, очень, да. это очень, вот это сейчас он работает не тяжелое, простенько. Но когда бывает эксклюзивная работа, там каждый минут, и если он долго будет сидеть, больше чем 4 часа будет сидеть, точно его глаза будут болеть. Мгм. Потому что свет проблема, и там надо свет.
России такой работы через машина там Да, бывает. машины делают, да, микроскопы, Микроскопы, они там, они не умеют, там машина работает. А это все ручная Это работа. ручная работа, это ну красиво, ну аккуратно, ну. Вот, друзья, вот это держи, когда Для чего эти вот бутылки с водой стоят? будет быстрее делать. Это для того, чтобы не болели глаза от света. Глаза там с зирконом работает, зирконом. А цирконом? Да. Вот если там выпадет камни пока, вот там, которые вы кольца делали вам заказ, видишь, проблема не будет. Смотри, что. Когда, если была бы стекляшки, они бы финиш. Когда натуральный бриллиант, проблемы не бывает. Этому его называется бриллиант. Ой, оно же черное стало. Нет, если было бы стекло, он бы финиш. Там ничего не было бы. Какое было, какое стало. Не, она через полчаса ты посмотри. Трогать не надо, он горячий. Пока это было. Разрезали, спаяли. Топ-мастер. Hello. Топ-мастер. Потом второй вот, тоже топ-мастер. Молодцы. Но это уже как, наверное, начальник здесь, а она Да, делает. это он самый старый, самый старый. Вот Да. идет. Потому что сразу видно, что весь в кольцах. Мы же работаем. Ну, уже сколько принес. Это заготовки, да? Да, его что-то ремонт, что-то делать. Вот этот вот самый молодой. В том году была свадьба, и здесь они живут с женой. Всем, да. И всем, получается, платит Саша зарплату. Саня, какая зарплата? Ну, примерно. Они расплата его бывает какой вот его и вот золото заберет, золото заберет, потом я его плачу по месяцу. Одно есть 10 тысяч, его 20 тысяч, 20 тысяч. Остальные нормально. Помогают. Ну, это рубли. 20 тысяч рублей. Еще плюс потом золото. Там вот минус золото можно уйдет. Или меня же кольца берут примерно, там же он резал и золото его. А, и золото Это его. его. Если серебро, серебро его. Золото, если золото, золото его. Плюс я его плачу на месяц. Каждый месяц 20 тысяч. 20 тысяч рупий, это в долларах где-то Доллара. 250 долларов. Правильно. 260 долларов получается. 260 долларов получается. И все отходы, золото, серебро, все вот с нашего кольца, что тоже вот он спилил, это все остается ему. Да. Потом через 6 месяцев пока они ничего не чистят здесь. Нет, они чистят пошление, когда здесь дожди бывают, через 6 месяцев, 7 месяцев, они все берет, оставим золото, там бывает золото 50 грамм, 60 грамм, понимаете? Сейчас чистить нельзя. Сейчас не Ну, надо сейчас чистить. работа, Пусть всё там работал, золото стоит, потом это все вот, это кожа. Это кожа. Там вот Кожа собирается. там бывает. Это только там бывает. Они это все берут. Последний момент, сколько он работал, его там 100 грамм золота или 50, это лучше боя знает. Ну как я знаю. Мы уже работали. Вот тебе чуть-чуть золота там, туда получил. Сейчас он ничего не. Сейчас он только каждый месяц его расплата надо. Когда через 6-7 месяцев он все это заберет, горает, там чисто золото идет. Остальное все финиш. Если здесь было бы не... Это дырявление. Нет, там химики бывают. Для чего они так называют? Эти химики там бывают, потому что здесь будет он посмотреть, сейчас он делал все, вот это грек, больше ничего не надо. Сейчас он будет после этого полировать. Полировать. Полировать, конечно. вот это Он вот будет как тебе кольца был, Ага. он будет, видишь, Полировать. он менял цвет уже.
Когда его загорают, Саня, хотел спросить еще у тебя. Ну вот смотри, получается, ты же сам с Кашмира, а они тоже приезжие с нет, тобой? они, вот самый мастер, это бывает, есть место индийский Бенгал. Бенгал называется. Это гора бывает, как Дели, Мумбай, есть такое гора, называется Бенгал. Самый супермастер это там бывает, который умеет. Я сам ездил туда учить. И оттуда они набирают на работу? Да, они умеют это работать. Они больше любят это. Когда меня надо было учить, я туда ездил, там учил его. Остальные, Индия, все учат только там. Учатся только в Монголии. Бенгал называется. Они это камнями занимаются сам. Они знают, как это работает. Короче. Поэтому, если вот я сам северный живу. И сколько вот ты учился, сколько времени надо? 5 лет минимально надо, 5 лет минимально надо, пусть минимально надо первое учить. Потом тебе отдают камень, давай ты чуть-чуть работай. Первый надо учить 5 лет. А за учебу надо платить? Учить, конечно. Учить нет, учеба? Учить бесплатно. Когда я 5 лет бесплатно меня возили, мне ничего не платили. Нет, ты не платил за учебу? Не платил. Меня только отдали, вот давай делай первый металл, металл, потом делай вот. Ты работал и учился? Учился, конечно. Вот это если 5 лет. Если 5 лет не будет я учить, тогда камни никто не отдает, драгоценные камни никто не отдает. Для работы. Может быть, я буду сломаться, может быть, срапается. Бывает камни очень дорогие там. 5 лет, это ты в месяц, в году 12 месяцев. Сколько ты месяцев в году там был? Ну, были каникулы, чтобы домой 8 месяцев, 8 месяцев круглый год. 8 месяцев ты учился, и получается 3 месяца на каникулы ездил домой. Домой. Потом, да, под 5 лет. Потом говорил, да, ладно, я умею, я могу. Когда кто быстрее учит, практика потом. Да, потому что если камни сломаются, это проблема. Это надо платить обратно. Если, понимаете, бывает камни, вот замрут, это мягкий камень. Сафир проблема не будет, бриллиант проблема не будет, это вообще нормально. Бывает опал, бывает замруд, они мягкие камни. Там, когда работать, надо аккуратно. Если камень сломается, это от надо со своего кармана выплатить. Платить надо. Этому еще бывает там, бывает, вот есть Индия человек, они хочешь специальный, вот это камень. Другой вообще не надо, дорогие не надо. Мне надо вот это камень. Если он сломается, что будем тогда его платить? Платить он не хочет. Деньги он не хочет. Он хочет камень. Потому что индийский человек, они верят камнями. Потому что спать невозможно. Если они понравился кто-то камень, они потом, это его надо. Если я сломаются это камень, они платят, деньги не хочешь. Это вообще проблема, сильная проблема. Они вот это камень хочешь, то есть вот это камень, потому что это энергия бывает также. И бывает вот религия, вот там наши индусские, они говорят, это для тебя это камень. 3 карат, ты носишь вот это камень, 3 карат, сюда тебе все нормально будет. Пока тебе не хорошее, это ты носи, у тебя свадьба будет. Как бывает людей же, кому вообще свадьба не бывает. Потом они есть, там вот религия бывает, кто учили, они дают, ладно, ты носишь вот это кольца, тебе свадьба будет. Ты носишь вот это кольца, тебе будет работать красиво, нормально. Так бывает. Вот таким напильником. До такой степени, что получается даже не видно место спальни. Я знаю, что его говорю. Все золото туда не добавил, но он говорит... И вот то золото, вот что отпилили, вот оно, видите, частички, это все остается ему. Просто так не отдают, потому что его резал 5 гривен, его аккуратно будет. Он 10 раз сам будет мерить, сам будет посмотреть, потом он отдает. Саня, еще такой вот вопрос. А видела где-то 2 минуты размер делать? Россия так не будет. Вообще не будет. А что надо мне? Вот, мерить размер. Пока мерить размер, потом его полировать будем делать. Ну, хорошо.
Сейчас он будет играть. Да? Он, его пока полирод нет, он только делал, размер делал. Ну, размер нормально, да? Все, да, размер нормальный, Отдай. больше уже не надо, я Больше думаю, его да? ничего не надо. Потому что мы уже и так, Вот теперь видишь? мы поедем тут, его Всё. будем все полировать. Окей. чисто. Там, да? Конечно, еще 10 Так, минут. сейчас, Саня, дайте вопрос один задам, немаловажный, который интересует всех. Вот ты, получается, ты хозяин всей фирмы, да? А как вот ты, получается, один, это все твое. У тебя работников вот сколько в штате? Мы 3 брат. Три брата. 3 брат, мы вместе, одну семья. Раньше папа работал, сейчас мы 3 брата сейчас 3 занимаем. брата, Мы 3 брат, все платим. Я понял. А это вот работают на всех на вас троих, да? Или у других братьев там тоже есть цех? Нет. Это вот один Этого, цех. конечно. Это один Тогда цех. что? Это вот. Я Можно, понял. можно иногда вот другой работы. Пока меня работы нету. Потом они делают с него я работу. повозю куда-то, вот давай сюда. Или я сам камни отдаю, или я сам камни отдаю, давай делай вот такой план. Вот меня уже кольца нету. Вот я его говорил, золото принесу, делай мне такой же еще один. Потому что мне продавать надо, я магазин буду стоять. И вот скажи, вот на такое кольцо, которое мы сейчас сделали, сколько надо времени, чтобы изготовить такое кольцо? 2 дня надо. 2 дня на одно минимум. кольцо. Если надо иногда быстрее, тогда 1-1,5 день можно. Ну, как кому иногда Риме не если бывает. быстрее. Пока Риме есть, потому что это для магазина мне надо. Нету клиентов. Я... Понятно. Так, получается зарплата от 150 до 250 долларов и рабочий день вот у них конкретно. Они работать будут днем, они отдыхать будут. Утром работают до час, потом они обедают, потом они днем не работают, потому что здесь жарко. Бывает, еще без вентилятора надо работать. Ага. Это полирот, конечно. Вот сейчас вам полирот Это получается потом... днем не работают. Сколько в часов в день они работают? Они любят больше. Днем они мало работают. Утром когда сильно надо, когда быстрее надо, утром они работают. С 6 или со скольки? Но они после 8, С 8 до часа. До час меньше. Да, до 12. 4 часа. Потом до 5 нет, после с 6 5. они 5 начинают работать. Ночью, когда работа есть, будет ночью, И ночью работать, да? Когда работы нет, Короче, тогда они часовой день не нормированный. Сейчас я сниму шлифовку. Как проходит шлифовка. Проблем. Нет, проблем нет, его надо... Что это за машина? Это металл. Когда вот отсюда берем металл, его вот так делаем, она будет круглый. круглая, там, вот тут мы Это делаем. у нас называется трубогиб. Вот тут мы золото чистим делаем, вот когда лом бывает, вот там горит лом, будет туда золото, потом оттуда... Расплавляется, Греется. Потом вот эти формы заливаются, наверное, да? Это вот туда... форма, да? Форма туда, она потом сюда. Сюда его длиннее, сколько надо, длиннее, какой форма, овальный, круглый. Там надо, это будет сюда. Это вот такой своеобразный. Это везде. Трубогиб. Такой машина везде бывает. Саня, еще такой вот вопрос. У вас 3 брата, семейный бизнес. Сколько человек вот работает конкретно? Сейчас вот Сейчас 8 человек. 8 человек. 8 человек. Еще 3 брата нету. 3 брата это другой. Да. Это, которые здесь работают, здесь 8 человек. 8 человек. А у братьев там еще могут быть больше, да? Там? Конечно, когда работы есть больше, набирает бывает больше свадьба, когда здесь, тогда мы больше работаем. Хорошо. Как вы контролируете, вот смотри, честность рабочих, получается. Вот у тебя куча этих бриллиантов, там, сапфиров, ты приносишь, даешь работу, ты даешь золото там в граммах. Вот вы полагаетесь на честность рабочих? Это же работает надо, конечно. Это который дольше работает, вот он работает. Сколько он лет, получается, работает? Мы с тобой вообще примерно, вот мы с тобой, вот это самый супермастер мой. Это мы с тобой уже 20 лет, но мы с тобой. Я с тобой примерно 18 лет работал. 17 лет, да? Он тоже был маленький, он без очка был, сейчас он очками. Понятно, Я был 20. тогда вообще
вот молодой, вот сейчас мы с тобой друг друга учили, он меня учил. Получается, на доверии, чисто на доверии, конечно, да? без веры. Если я Ну, а бывали же случаи, что приходили, вам же новые сотрудники тоже приходят, какие-нибудь недобросовестные нет, так случаи, нет. ну, я скажу, выражусь прямо, случаи там воровства, кража или что-нибудь там были, ну, такие? Нет, проблема вообще не бывает, потому что мы честные, вот я его отдаю золото. Не, ну он понятно, но он же не всегда здесь, он, допустим, уехал. Уехал, Ты тоже уехал. другой надо, конечно, другой надо, мы сразу не отдают. Это мы когда вот друг друга мы занимаем 18 лет. Вот это еще один 15 лет. Я только ему отдаю. Только ему. Да. И они отвечают уже за это. Вот он привозит его, он тоже учит пока. Вот этот человек, он серебро делает, он учит пока. Его нельзя отдавать золото, его нельзя отдавать потому бриллиант. что спортит. Это спорт. Да. Этому вот это дуа мастер. Если он нету здесь, он будет делать. Если он нету здесь, он будет делать. Если никого нет, тогда я сам камни могу. Сам. Я только сам. Камни. И металл я могу где-то любовь. Металл отдал золото 3 грамм, кольца получил меня 3 грамм, я заберу, я сам могу камни оставить. Я так понимаю, что конкретно рабочие к доступу алмазов, бриллиантов, драгоценных камней и золота они не имеют. Вы даете конкретное изделие, даете, допустим, 5 камней, 5 камней, кольцо, и они должны это вставить. Вот их работа. Вы это контролируете, получается, доступа у рабочих как бы к валютному запасу Индии нет. Это тогда вообще никто не работает, если надо доверять. Не, если ну да, без доверия, да. Как вы работаете тогда? Вот это мы с тобой, если я его не верю, как он будет мне верить, если я его верю? А сам он откуда? Все бангалы. Все бангалы. Потому что они, если другой приедет, они друг друга не верят. Золото. Далеко тут Бангал от... Километров от нас. Бангал это вообще, это сколько там? Китна 800 километров है Бангал? तुम्हारा घर? А? 2000 километров. 2000, ну, говоришь, недалеко. Почему они одно месяц? Потому что если другой придет и придет золото, там я же говорю, золото его. Если золото он берет... Ну вот я про это и спрашиваю, что если чужак придет, он может там, они могут не помириться, этот себе это в карман, да, и это проблема. начнутся скандалы. Они, как семья здесь работает. Пошли ему, когда отсюда через 6-7 месяцев они все это заберут. И делят между собой, да? Работает. Сам первый и будет. Самый первый. Да, это можно сказать, никто мерить не будет, энергетики никакой. Рождение кольца. Да, рождение кольца, не будет никакой энергетики, и ты сама первая оденешь это кольцо. Это, можно сказать, будет твоя фамильная драгоценность. Когда он уголь, когда если не было бы бриллиант, он пластмасса, стекляшки, они плохо, все, там нету ничего. Если, когда там бриллиант, проблемы нет. Когда там камень, сафир, проблемы нет. Она так должен быть блестит обратно. А еще, Саня, хотел спросить вот тоже такой вопрос, тоже нескромный. А где вы берете алмазы? Непосредственно у вас же, вы же их не добываете? Индия добывает. Ну, Индия добываете, но вы сами не добываете, вы покупаете. Вот покупают, конечно, покупают, да? потом мы сами его посмотрим, это и хорошее. делаете сертификат, вот этот. Гранка сами делают. Мумбай, отсюда мы берем, вот российский бриллиант, тоже привозят, Индия. Здесь гранка делает, потом отсюда обратно. А где станок, который гранку эту делает? Это не здесь, это Мумбай. Это только Мумбай. Да. Джайпур рядом Мумбай. Это если было бы здесь, тогда что, это вообще, это только Мумбай, машина. Я понял, там вы туда это берете, и туда едете, вы там... Да, там надо мне платить и 5. Я куплю камни, целый. Штука, если мне надо, я отдаю камни, я говорю, вот мне надо вот это размер, такой размер, такой форма, вот они мне делают. Остальные мне все отдают, только надо расклад там, сколько. Это мне надо думать, какие камни она будет. Красиво, иногда бывает вообще, я куплю вот $1000 прям камень целый. Иногда у меня там $10 000 получается. Иногда 0, вообще ничего, самое все плохо. Да, на брак. Некрасиво. Это надо все думать, как она потом получается.
Получается, я специально 2-3 года учил, как камни после гранка, как она идет. Пока она там вот не видно ничего. Когда его после гранка, как она потом играет будет, что ценится будет. Это надо учить. Там надо я в университет ездил, 3 года там учил. Короче, непростая работа. Головника тоже хватает. Деньги, это как говорят, это деньги работают. Вот я видела камни, никто не знает. Это я купила это, потом его гранка делал, это не хорошо получил. Это все деньги, уже все. Если меня хорошо пыл, наоборот, 10 раз дороже. Я могу продавать. У тебя, получается, у тебя же тоже жена, сын, да? И сын уже тоже Папа, его папа камнями занимаю. Есть меня это контакт, дедушка твой, получается, дедушка тоже занимается? Да? Есть контакт, которые меня, они уже старые. Они 80 лет человек. Они целую Индию, там везде были. Там бывает Шри-Ланка, где камни бывают. Вот, бывает Африка, бывает Шри-Ланка, бывает Колумбия, бывает, они все ездят, и камни, где красиво, как красиво, почему красиво, Афганистан, почему красиво. Да мы купим это, мы сами гранка делаем, это мы там деньги перерабатываем. И потом оптом продаем другой человек. Иногда, когда красиво, или меня уже больше есть, оптом продаем, давай другие магазины. Это тоже работает. Здесь как туристам работает. Еще мой магазин. Есть бывает, вот чуть-чуть комиссион, давай ты, это мне много, я уже купила, давай ты работай. Тебе отдаю, ты работаешь. Поэтому камнями такой работает. Это надо целый год посмотреть, учиться. ищет, где камни лучше. Как они будут потом после гранка делать. Это моя работа. Внутри, бриллиант внизу грязный. Вот тут все берет. Чисто, супер чисто. Это кислота, Это раствор раствор, да? Андрей, Да, они кем бывает, потому что когда он полироль делал. Чем готов? Бриллиант. О, боже мой, это что такое? Это горячая вода, там Мыло. это все будет чисто. Вот он. Там кольцо? Это нормально. Дома в магазине весили кольца, бил примерно 3 грамма. Сейчас она точно чуть-чуть меньше будет. Золото куда? Золото прям здесь. Золото. 700 тысяч. Это вот такой сарайчик, он полностью золотой. И когда сезон Здесь всё заканчивается, золото, вы представляете, правильно, здесь на полу они собирают 200 до 200 грамм. И 200 этих грамм остается это все рабочим. Примерно золото стоит в Индии 3500 рупий. Это за 1 грамм. Это где-то около $40 примерно. Вы представляете. И сумма это получается 700 тысяч рупий. Это 700 тысяч рупий, это в долларах. Конечно, Это в долларах $8000. 8000 долларов. Да, представляете, вот Сколько человек? это получается дополнительная как бы премия. 8 человек делим, получается по $1000, получается дополнительно на каждого человека. Вот в этой они потом собираются, и просто Александр им просто отдает весь этот, что на полу находится. Ну, это классная премия, да? Это... Давай походим. Сколько работы? Ходи. Катя пытается. Ходи. Может, камушек пристанет, Камешки да? точно будет. Камушки, да. Камешка, конечно, немного, потому что там уже все. Посчитано. Золото-то точно. Золото, если они много работают, много. Если мало, это бог. А вот смотри, сколько тут, они работают. а вот тут получается, она же будет с пылью, а как от пыли отделить? Это надо тоже как-то отделяется. Вот они сметут, Нет, а там вот, же мусор. Пока она много здесь. Здесь. Здесь, видишь, это почему она кожа. Почему кожа, она там стоит. Не знаешь, туда-сюда-то вообще нет. Она там стоит. Бывает, иногда вот вентилятор иногда открыл, он кто-то алкоголь сломал. Все там. Чистить нельзя, здесь вообще чистить нельзя. Чистить только последние, когда они отсюда уедут, отдыхают, там они все заберут. Там точно золото, там точно золото. Золото. А там с серебром, да? Вот он серебром работает. Здесь золото. Ну все равно его. Тут сейчас вот. Вот видишь? Вот Как вы он- видите?
Видите там? Угу. Вот это все золото. Потом еще через ток в этой вот кислоте, да, или что это? Ну, когда полироль делают, там внутри, внизу, ну где грязный. Это как берем это? Это только химикал и вода. Это вода, вода и электричество. Электрические бывает туда, она все берет. Мило бывает там. Она все берет, она будет все чистые. Там внутри ничего не будет. Пойду воскресенье нет, отдохну нет. Каждый день работаю. Каждый день. Днем я чуть-чуть до отдыха, если нет. С 3 до 5 каждый 3 день до отдых. С 3 до 5? Работаем. Потому Потому что это здесь погода такая, это сиеста, это португальский культура здесь. Это не, я сам Кашмир, я живу северный, там я вообще не сплю днем. Даже такой погоды нет. Здесь, после, когда обеда кушать, глаза сразу закрыты, не знаю, это я португальский культура здесь. Плюс еще жара такая. Жара, она 40, да. потом ночью поздно работает. Вот иногда вот я до 10, 30, 11 буду в магазин работать, и потом сюда заказ. А, потом еще и сюда заказ выполнить. Заказ. И вот такая вот, Это финиш? да, такое вот красивое. Без света, надо в темноте. Бриллиант играет или не играет. Да, я декал подкатать. Индийский натуральный сигарет. Да. Вот Таня закурила, мы тоже. А что Вот. это такое? Это сигарета такое? Это помнишь, в Джахпуре делали? Самодельное, да? Да, это Самодельное скручивали. они вообще сами. Это интересная штука. Просто я не могу иметь. Вот, она только травка. Ну, это помнишь, вот скручивали? Вот Ну, видишь, она Это скручивается. лист какой-то. Ребята, мы в Джохпуре вот такие, вот, снимали видео, показывали вам, вот такие, как делаются вот такие вот сигареты. И вот парни вот и курят вот такие вот сигареты. Так что, Самокрутка. да, спускайтесь по ссылочке, смотрите Там наши внутри видео. ничего нету. А, нету ничего? Вообще нет. Она только травка бывает. Вот, Да? Так это не наркотик, На, не гашиш? не гашиш, нет. Ну, отличается от простой сигареты. Да, она без табака, Она без... не курится что-то. Вот сейчас. Без никотина получается, да? Еще они другой пахнет. Видишь? Она внутри ничего нет, никотин, ничего нет. Никотина нету, да? Хоть попробуй. Да, да. Давай другой, Да, давай. не, я Да, одну потом... Не, Она- я только дым попробовать. Да, дым Не, попробовать. я да. Она неинтересна, не... пусть ты новый. Ну, новую возьми. Новый возьмите. Давай я тебя засниму, Что там? а потом дома я тебя устрою. А? Не, так я потом Ультра отдам. Калия. Да это. Сколько Я же когда-то курил. Видишь, интересная штука. Еще проблемы нет. Даже проблемы нет. Ну, что ты скажешь? Нет, что-то никотине там должно быть. Есть, наверное. Никотин вообще нет. Это, вот табак. Ну там немножко, но есть. Ну да, мягенькая такая. Ты меня домой завезешь? Ну вряд ли. Уже теперь нет. Как? А тут пешком автобус, Колва, Беталбатим. Там пешком, можно пешком идти там 20 минут. Ты получишь у меня. За 4 года? Первый, нет, так, это Я сколько-то? только 3 попробую. 3 года ты как бросил курить. 3 года? Да, 3 Ну, года. Уже нам не надо. Ну, я уже бросил. Да, 3 года он бросил. и Папа вот моя уже- тоже пачку 2 курил, уже час не курил. Я тоже 2 пачки выкуривал, тоже О, 2. это уже... Каждый раз Это не работы такого, это надо. Вот там голова, это вот здесь голова. А так наркотиками не балуются? Нет, они любят алкоголь. Алкоголь? Рыба, алкоголь А, они любят. а выходных у них нету? А пока нет. Пока еще, пока Так, работаем на шорте. Алкоголь, ром, да? Ром у вас? Там есть? бывает местный ром, Они виски. А не бывает такого, Вот ты приехал, а они если уже они выпившие? слышишь, ты мне отдал бутылку, Ну.
они даже мне говорят, мы работать не будем такого. А перенеси первую бутылку сюда. Понимаете, вот. Но они на рабочем месте не пьют. Они, когда вот праздник будет, бывает здесь когда религии это много, Индия. Они индийцы. Религия Да, и у индусская. них они много Индузы. этих верующих праздников. Я вот сам у них. мусульманин, живем друг друга, иногда Вот у них, когда они видите, приглашают, бывает иконки. А вера какая? Кришна, Вишна, да? Там, да? Они там есть Бог много, вот здесь сколько другого, вот это Ганеша. Ну, Ганеш у меня дома есть. Ганешек мы его знаем. Ганеша, Ишума, Это к деньгам. Кали, это много-много Бог есть. Они все вместе, это, ну, я сам мусульманин, мы друг друга вообще живем, проблемы там нет. Ну, да надо жить, что будем еще говорить, жить надо, вот они индусы. Иногда вот только они другой религии, другой стат, а уже мы друг 18, друг друга не знаем, они вот другой еда они кушают. Такое вообще я не понимаю, как они кушают. Ну, мясо ты же не ешь, свинину тебе нельзя. Свинину я вообще нельзя. А ни говядину? разу. Говядину? Говядина. Его говядину нельзя. А им говядину нельзя? Нельзя. Нельзя, конечно, это ж корова, А это получается, священное свинину животное. можно? Свинину они тоже не кушают, они не кушают. Они по большей части вегетарианцы, да? Вегетарианцы, да, индусы больше любят. Которые кушают мясо, они только баран, курицу. Курицу они любят. А это вот, ребята, здесь кухня. Овощи готовят. Да, и здесь вот спят они, да? Нет, отдыхают иногда, когда ночью бывает поздно, иногда они спят, они там, где жена. А, в доме. В доме, они с семьей. Когда они... А, они тоже с семьями здесь, да? Семьей. А это получается, они сами снимают дом, квартиру? Нет, они вот рядом здесь, кому свадьба, кому ночь, есть там вот его жена там. Как это в Бангале живет. Вот есть молодой человек, новая свадьба, его жена, он Здесь, да? здесь. И они, он не получается у него, да? Так, ну и вот такое вот место. Сейчас покажу. Так, я так понимаю, вот здесь они моются. Что я вижу? Картошка какая-то, чечевица, что-то вроде такого есть. Надо посмотреть. Что-то вот уже... Надо, да. А, это воду кипятят, наверное. Кушают. Свет, она должна играть, там есть. Так, капуста начищенная, вижу. Мавон. Так, ну вот так вот Отсюда что блестит? в этом. Блестит? Блестит? Видишь? Ну, Видишь? Ты видишь, что-то играет? ну да. Вот. Так что меня никуда не отпускай. Она плохо видна на камеру. Да. Мало света. Все, бай-бай. Пока-пока. О, это тоже кольца? О, смотрите, какая штука. Вот прощался. Это Ганешек, да? Ганеш. Ганес. О, красиво. Все, Всё, бай-бай. пока. До Бай-бай. свидания. Пока. Друзья, в Колве, где-то посередине Колвы, еще есть магазин Мамта с ювелирными украшениями. Асиф. Асиф. Вова. Асиф, а по-русски? Чуть-чуть. Не, а если Асиф перевести на русское имя, это как? Если Ашик Саша, а Асиф? А Асиф это... Так и будет Асиф. Он Саша так. Да. Да. А Асиф будет Асиф. Асиф. Да. Да, вот еще такой вот магазин в Колве есть Мамта, а также есть на Маджорда, тоже такой же магазинчик. Золото, самое-самое хорошее золото бывает. У вас золото, я сказал, золото у вас примерно проба какая? 585. 585. А у нас не такая, у нас бывает чистое золото, это 22 так. Потому что у нас чистое золото носят девочки. Камушек очень мало, бриллиант вообще очень мало. А если вместе камушек золото, тогда нужно чуть-чуть металл. Поэтому у вас 585, 720. Золото вообще очень легкий металл.
А если без металла, чистое золото оставил, камушек 100% будет выпить. Выпадет. Выпить. Выпадет. Да, потеряет иногда. Ага. И потом Ясно. такая. Видишь, такая интересная информация. Вот, видишь, да. значит, металл. А вот это вот, значит, это ваше вот золото. Это золото. Да, это вот золото. Можно смотреть, Это какая 585. 580. Там примерно будет 60%. 60% будет золото, Ага. 60 или 50% золота будет, а 40% будет металла какая. Может быть серебро, или может быть другие. А здесь там покупали. Этот, вот, Это ваше. ну он хороший. А это вот наше золото. Это вот наше золото. Печенькеры. Это примерно 70, 80. Процентов. Да. 80. Поэтому это желтоватый. Да. Смотри, свет А чем какая здесь. желтее, тем получается больше золота, Не-не-не. да? Нет? И здесь на Индии любой свет можно оставить. Может быть, да. Можно оставить, да. Вы хотите, вот такая свет можно здесь тоже сделать. Это такая. Ну, проба самая хорошая. Вообще, иногда вы покупали этот кольца сейчас. Может быть, вы хотите продавать это через 3, 4, 10 лет назад. Ага. Деньги идет там золото и камушек. Всегда надо покупать камушек больше, чем 3 карата. Ага. Больше. Какой камушек, без проблем. Всегда надо. А бриллиант, если покупает 5 камушек, 5 камушек драгоценных. Сафир, рубин, бриллиант, 5 камушек и коралл еще один. Они 5. Больше все, они полдрагоценные. А если сафир, рубин, изумруд, бриллиант, больше 1 карат, не меньше. А потом стоят. Они хорошие стоят потом, если через 4 года, 5-10 лет назад. Бриллиант стоит 1 карат, 0,5 не стоит. Больше 1 карат. Качество, свет, огранка, это надо смотреть. А сейчас бриллиант идет, они оставят номер внутри бриллианта. А внутри? Внутри. Это сертификат как. Мгм. А иногда, если вы хотите продавать обратно, они будут смотреть на лупами, смотреть внутри бриллиант. Вот так. Это сертификат. Сейчас бриллиант такая бывает. А у нас бриллиант дешевый. Почему? Потому что здесь без сертификата бриллианты продает. А если вы будете покупать бриллиант здесь, вместе сертификат, цена будет одинаковая, как у вас, как и здесь. Примерно одинаково. Чуть-чуть разница будет. А если без сертификата будет, а здесь будет примерно 40 или 50% дешевле, чем у вас. Потому что у вас вообще не продает без сертификата. Очень Но у мало. нас обязательно сертификат. Я знаю. А здесь без сертификата. Это называется illegal по-английски, по-русски. Так а их же потом уже без сертификата уже продать нельзя. Нет, вот почему нет? Можно? Можно. А вы Можно привезти в Россию, дать на оценку, заплатить за сертификат. Нет, не везде. Есть и здесь, как называется, factory, магазине. Самый хороший, посмотри интернет, IGI. Это самый хороший. Как якутский бриллиант. Это очень большая фирма по интернету. Нам нужно оставить бриллиант там. Они примерно $100-150 берут за сертификатом. А здесь много ювелир. У вас русский ювелир, они было, а у меня... Вы знаете большой магазин у нас на Маджор? Маджор, да? Маджор, да. Ну, мы завтра, может, поедем туда. Да, а у меня, он старший брат у нас. Он примерно сейчас 35-40 лет. А он продает бриллиант с сертификатами, без сертификатами. А потом он говорит, если вы хотите сделать сертификат, иди на туда, его есть контакты на Москва, В Москве. в Петербурге, везде его есть. Он говорит, сделай сертификат, они сделают $150, они берут, все. Регистрированный бриллиант.
покупали. А много ювелирных оптами продают там, у нас большие. Там они продают просто много камушек. Там больше камушек, чем готовые. Есть готовые, там, ну, они больше камушек. И редкий камушек. Танзанит 40 карат, бриллиант 10 карат, 5 карат, чистота хорошая. Интересная информация. Ювелирная работа вообще очень хорошая. Ну, надо... А ты тоже там учился, где Яшек? Дома. Бангалор? Бангалор? Бангалор. Бангалор, да. Тоже 5 лет учиться? Учились, да, конечно, надо учить. Надо. Без информации. Если я не понимаю камушек, а почему? Это как мусор продавать. А если меня клиент придет, я хочу колумбийский, а я хочу шри-ланкский. Я буду показывать индусский, а он будет говорить, это что, это индусский. Я не хочу все. Есть такие клиенты. Ну и здесь мало. Вот сейчас меня френд, вот, который я вам показал, он сейчас придет, его много друзей. Он рекомендация. Они всегда очень... У вас тоже друзья есть. Работа такая. Если я буду хороший, чистый, я вам буду говорить, нет, не надо здесь покупать фрукты, не надо там, вот это маленькую, да? Маргам хороший, колва хороший. Это так. Здесь я ошиб, может быть, да, он в школе поехал, не знаю, я, может быть, забыл, он в школе поехал или не поехал, или русский язык. Русский язык? Русский язык. Я поехал 2 месяца. Крэш-курс. Курс, да. 2 месяца, они 30% вы будете понимать, что надо, что не надо. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, все. Так. А потом мы здесь учили. 10 год примерно, вот большой магазин, его старший брат, его Зафар зовут. Он учился. Он сидит здесь, я здесь, он говорит, показать. Его есть вообще классная информация для камушек. Все. Если вы хотите, сделай видео там. Очень-очень хороший. Он русский мало понимает. А его есть там человек, он понимает русский. Борода него. Ашик чистый. Ашик чистый. А вы мусульман? Я мусульман. У меня френд, который я вам показал, он примерно 60-70 лет. Он мне всегда говорит, у меня есть 4 дома на Калининград. А семья живет туда, сюда. Через месяц 1 или 2 раза дома приедем, покушать. Все. Он вообще очень понравится, если семья сидела вместе. Он 3-4 раза я приглашали ему покушать на дома. Он смотрела, мы все сидим. Не здесь, мы сидим на тут. Вообще, серьезно. Он сказал, ой, вообще это классно. Я хотела так, а у нас не такая. Вот какие вы. Молодцы, правильно. Все правильно. Все вместе. Дружно зато. Да. Хорошо.